Где был? Кого поймал? Давай вперед. Вот же батарейка не садится у него. Так что до землянки дойдет и будет спать целый день. Поход получился спонтанный. Я его, в принципе, планировал, но не на сегодня. Ну, так проснулся с утра. Что-то не пойму, что-то не так. Понимаю, что ничего не болит. Ущипнул себя, вроде живой. И подумал, а не пойти ли мне сегодня в землянку? У Карлоса спрашиваю, в землянку идем? Ну и под его дикий лай я начал быстро собираться. Поэтому, когда я планирую, собираю рюкзак. Ух ты, кто-то там был. То ли косуля, то ли... А, лисица, лисица. Карлос, беги лисицу догоняй. Вы отсюда не увидите. Она хотела сюда подниматься, на эту сторону оврага. Увидела меня и бегом обратно. Догоняй. Да, лисица в 2 раза больше, чем ты. Лисица убежала, Карлос ее вроде бы не учуял, хотя направляется в ее сторону. Это хорошо, если не учуял. А то сейчас лай был на весь лес. И от лисицы, и от Карлоса. В общем, на чем я? Ух ты. Да, всякая дичь не дает скучать. Не могу рассказать, уже сбился, на чем я остановился. Когда планирую поход, начинаю собираться заблаговременно, упаковывать рюкзак. И все равно умудряюсь что-нибудь дозабыть. А тут собирался буквально полчаса на сборы, и я в пути. Вот. Ну, посмотрим, все ли я взял или нет. Брал, кстати, вещей по минимуму, потому что взял с собой тяжелую вещицу. Вот эту вот электропилу, о которой я рассказывал в прошлый поход в землянку. Вот, поэтому она добавила веса, и пришлось ограничиться в других вещах. О. Карлос, ты что, заблудился? Карлос. Унюхал лисицу. Все. Вот она напетляла. Ох, она и напетляла ему. Так что рюкзачок, в принципе, получился примерно такого же, как всегда, веса. Но, учитывая, что болел я, проблемы были со спиной, надеюсь, это, как это говорится, не будет рецидива. Вот. Словечко, ой, блин, какое. Но скажу сразу, что я уже ощутил, что спина полностью-то не залечилась. Но я предусмотрительно взял с собой уколы, таблетки и от спины, и от давления. В общем, аптечка. Ого, какая. Вот здесь, я подозреваю, живет лиса. Только она, наверное, напутала дорогу, следы отвела от норы. Уже и водоем видно. До землянки еще пару-тройку километров. Карлос. Грибов не видно, пока ни один не попадался. Под листвой, конечно, их не так видно, но может хоть какой-нибудь большой, хоть мухомор, хоть кто-то. А вот поганочка маленькая.
Да, снова иду без продуктов питания. Взял лишь банку консервы для Найкоса. О, тявкает. Догнал уже. Как он на своих коротеньких лапках мог лису догнать, не понимаю. Далеко где-то тявкает. Пойду, наверное, верхней тропинкой. Здесь вроде бы как по суше. Дожди были. Не очень комфортно идти, скользко. Какие-то крупы в землянке оставались, поэтому Карлос голодный не будет. Я, конечно, надеюсь и на рыбу, но как сейчас с клевом, неизвестно. Погода такая уже ближе к зиме, рыба может отойти на ямы. Были уже и заморозки до -5. О, Карлос вернулся. Ну что там, целый? Порядочек. А? Недовольный. Ай-яй-яй. Не догнал? Сосиска. Давай, давай, вперед, вперед. В общем, также в целях экономии веса и места не брал я куртку. Подумал, что идти будет, в пути будет тепло, однозначно. А в куртке бы запарился, взмок, спина бы точно не сказала спасибо. А так и легче идти, и не будет возможности засиживаться сильно, потому что будет холодно. Нужно будет быть все время в движении. Где-то дровишки, рыбалка и так далее. Ну и в общем буду по-любому топить печку, чтобы не замерзнуть в землянке ночью. Хорошо, что куртку не брал. Запарился в дороге, жарко. Уже на подходе, совсем рядом. Сейчас будем с Карлосом осматриваться, что тут происходило, пока нас не было. Тотем упал. Вот это вот юмористы, молодцы. Красавчики. Елочка. Но это не та, которую я видел на обрыве. То есть откуда они ее притащили, молодцы. Ух ты, а еще и банка тушенки. Красавцы. Благодарствую. От души большое спасибо за шикарный подарок. Особенно в виде елочки. Просто бомба. Да. Теперь нужно подумать, где ее посадить, чтобы она прижилась. Кстати, даже не знаю, как это сделать правильнее. Хотелось бы услышать в комментариях советы. Я в этом плане совсем ничего не понимаю. Вот. Тем более елка, я так понимаю, должна в песке жить. А здесь песка нет совсем. Алина, чернозем. Вот. И что еще? На свет надо, наверное, ее. Ладно, буду думать. Как думаете, она в кастрюльке в этой продержится какое-то время? Думаю, что да. А посадить смогу в следующем походе, где-то через неделю. Вот. Поэтому жду от вас рекомендаций максимально подробно, как сделать, чтобы эта елочка укоренилась и потом радовала меня, да и вас в видео каждый год на Новый год. Карлос.
Давай спускайся. Пойдем к речке. Тут темно, там еще не поздоровался. Пойдем, пойдем. Давай, побежали. Вперед, вперед. О, птички какие-то. Похоже, что утки. Или бакланы. Вроде утки. Я не охотник. Да, утки. Вода еще немного упала. Нюхай следы. Иди ищи. Пойдем посмотрим теперь, что внутри. Да, ну, сюрприз просто удался. Шикарнейший сюрприз. И подарок. Так, что тут внутри? Внутри все в порядке. Овощи. Еще целые. Мышки не добрались. Немножко подмести, прибраться. И можно топить печку. Ой, крышка, правда, отвалилась. Если бы не этот замечательный подарок под елочкой, а точнее сказать, самое главное, сама елочка, как подарок, я бы, наверное, сегодня несколько огорчился. В связи с тем, что я уже заметил это и раньше, и теперь понимаю это как факт, что землянка начинает рушиться. Начинает понемногу заваливаться. Уже 2,5 года она простояла. Но строил я ее впервые, без опыта абсолютно. И как раз в такое же время, когда было довольно прохладно, уже были и заморозки. Я жил в палатке, в шатре. Вот. Было холодно. И приходилось строить как можно быстрее. И, соответственно, качество при этом пострадало. Вот. Видимо, из-за того, что я не все продумал, далеко не все. Начала наклоняться она, я думаю, заметно, я не пойму, камера передаст вертикаль, что завалено насколько дверной проем. Я заметил это уже давно и сам подпиливал, и рубаночком подстраивал. И потом также таинственные гости бензопилой сверху немного подрезали двери. Немного, это мягко сказать. Ну, тут так добрых сантиметров 2 точно, если не 3. И вот теперь я, когда заходил, открывал, понял, что опять просела. Вот она снова не закрывается. То есть продолжает понемногу заваливаться конструкция. Почему она заваливается? Потому что с той стороны она засыпана землей, а с этой стороны, ну, здесь окно, двери, я не мог этот угол хорошенько обсыпать. Вообще я как бы планировал, но не сильно здесь получается, так чтобы ее всю обсыпать. В принципе можно, но уже, наверное, поздно заниматься. Сильно она перекосилась. Ну и в ходе эксплуатации землянки выяснилось много недоработок и ошибок при строительстве, которые я допустил. И, собственно, как говорят сами строители, что нет ничего хуже, чем за кем-то доделывать. Лучше сделать все сначала. Хотя я и есть тот самый кем-то, за которым нужно доделывать. Но я тоже хочу сделать все сначала. Конечно же, не в этом году, потому что я не успею, уже зима на носу.
Вот. Хотя в том году в такое время я еще доделывал стены. 2 стены были открыты, только зашиты баннером. А 2 стены уже были в бревнах. Но я уже жил, топил печку. Но так как я жить здесь постоянно пока не буду, пока не закончится война, то надеюсь, что весной начну полностью новое строительство этой же землянки. Полностью ее разберу и полностью буду собирать уже с учетом своих ошибок. Ну и, конечно же, с учетом ваших советов и рекомендаций. Сейчас первым делом хочу растопить печку немного, просушить одежду, потому что запарился по дороге. А сейчас стало очень прохладно. Чтобы не усугубить ситуацию со спиной. А сейчас хорошенько просохну, прогреюсь. Заготовлю дрова. Ну а дальше уже по ходу действий. Вот тот самый агрегат. Вот и масло. Я заправил смазочный бачок маслом, но почему-то я ему не сильно доверяю. Там небольшое выходное отверстие, чтобы из него поступало масло. В крышке есть еще один такой колпачок, который нужно открывать, чтобы не создавался вакуум и масло вытекало на цепь. Но когда в процессе работы крышечка эта открыта, здесь есть вот отверстие, и в него попадает много стружки. И скорее всего, то уже выходное отверстие, которое смазывает цепь, оно будет забито этой мелкой стружкой. Поэтому не сильно я ему доверяю, а буду смазывать цепь из масленки. Ну что, посмотрим, как осилит это электрическое китайское чудо. Те бревнышки, которые я не смог отрезать ножовкой, которые в комментариях сильно высмеяли меня по этому поводу. Сказали, ты бы еще лобзик взял на заготовку дров. Далековато я нашел эти бревнышки. Тянуть далеко. Но зато с горки. Пошли, пошли, пошли. Давай, вперед. Вперед, вперед, вперед. Согнулась маленько. Поломалась. Вроде бы они. Да. И вот я. Шаргыкал, как не допилил. Ну что, посмотрим на пилку. Чик. Так быстрее немного.
Я уже, если честно, я не знаю, пойдет это на навес или на дрова. Одно бревнышко, которое мне казалось хорошим, сейчас выглядит уже не очень хорошо. Такое как бы трухлявенькое стало. А второе поломалось. Не знаю, хватит ли его по длине. Ну, в любом случае притащу. А там видно будет, на дрова или в работу. Карлос, бери бревнышко. Бери бревнышко и пошли. Чего пустой идешь? Давай, давай. Карлос, вылазь оттуда. Иди сюда. Иди ко мне. Что ты там лазишь? Кого ты там ищешь? Я решил, что сначала следует заготовить дровишек, растопить печь, чтобы землянка прогрелась. А потом уже буду заниматься заготовкой строительного материала. Поэтому сейчас один аккумулятор полностью высажу на дрова, а второй оставлю на столбы. Карлос, цепок пригодится. Будет удобнее тянуть за собой бревнышки. Пойдем, Карлос. Отличная идея с поводком. Кто с собачкой ходит в походы, рекомендую. Цепь очень хорошо обхватывает бревно, а за сам ошейник матерчатый. Удобно тянуть, не давит руку. Отличный лайфхак, как сейчас говорят. Карлос, крышу провалишь мне. Да, жердяй, серделька.
Я уже и не помню, какой длины топка в печке. Давненько не топил. Но зимой очень выручало, когда такое толстенькое бревнышко на всю длину, пару штук, и греет, тлеет потихоньку почти всю ночь. Утром встаешь, теплынь. Что, пора уже, да? Ну так скажи что-нибудь. Скажи, хочу есть. Гав-гав. На, смачного. Не спеши, никто не заберет. Камера разрядилась, я не знаю, на каком моменте она выключилась. Скорее всего, я не закончил мысль. Если честно, то я уже и забыл, в принципе, о чем я говорил. Прошло 2 часа, пока зарядились аккумуляторы. За это время я растопил печь. Вот. Отлично разгорелась, не дымит, греет, шикарно. Было 8 градусов, я притащил с собой термометр. Сейчас уже 16. И при том, что двери были все время открыты, это сейчас я их прикрыл, чтобы там хорошенько нагнать температуру и, ну, чтобы, хотя и так-то сырости нет, ну, на всякий случай хорошенько прогрею, потом открою, чтобы вся сырость вышла. Хотя здесь, конечно, щелей и так хватает, чтобы сырость выходила. Вот такая вот щель внизу, это от перекоса, от того, что так наклоненное строение. А вверху наоборот спилено. Вот. Ну и много щелей пооткрывалось. В общем, надо делать капитальный ремонт, то есть полную переборку. Потом порезал дровишки, которые сюда принес. Вот такая кучка получилась. Аккумулятор еще живой. Разного диаметра, и мелкие, и потолще. Вот. Какую-то часть уже стопил, спалил. И вот специально притащил дубовое бревнышко такое. Потому что те, я не знаю какой породы древесина, но резались довольно легко. А вот теперь попробую дубовое перерезать. Не знаю, хватит ли аккумулятора. Я так уже примерно понимаю, что он на грани. Что я еще здесь? Карлоса покормил, печку протопил. Вот дрова сейчас дорежу. И буду думать, чем заниматься дальше. Ну вот, похоже, все, почти дорезал. Да, аккумулятор сдох. Можно сказать, дорезал. Вот такой дубовый срез. Можно подумать, что она трухлявая, но внутри вот полностью хорошая древесина. В общем, перерезала хотя бы парочку. Я, наверное, это первый дубок, который я ей попробовал. Вы не подумайте, что я ее рекламирую. Абсолютно нет. И даже никому не рекомендую покупать, потому что есть в ней много проблем. Вот проблема с натяжением цепи, я не пойму, потому что она то натянута, то расслаблена. Но в принципе режет она классно, мне нравится. И ну, вот один аккумулятор выдохся. Вот что я нарезал, еще часть спалил, но вот второй еще столько же. То есть здесь дровишек для моей печки. Ну я не знаю. Я уже подзабыл, если честно. Давно это было, когда я здесь жил постоянно и топил так капитально. Вот, ну, на пару дней 100%. Это зимой имеется в виду, в морозы. А так, в такую погоду на неделю. Вот. В общем, я к тому говорю, что будучи у меня тогда такая пила, когда у меня работала солнечная панелька, я ее зарядил. 2 аккумулятора нарезал, вот, поскладировал, сделал бы какой-то навесик для дров. То есть можно было заготовить, будь здоров, сколько на всю зиму, пока еще не холодно. Удобная, в общем, штука. Еще поэксплуатирую. Опять же, никому не рекомендую, нас просто в свой опыт, делюсь опытом эксплуатации такой вещицы. Да, елочка радует, просто сделала весь мой день сегодня. Хотя спина снова начала болеть, энтузиазма нет, тем более
Землянка валится, рушится. Я еще вот о чем подумал. Вот так вот она наклонена. Я понимаю, что бревна там в основном дубовые, крепкие. Земли можно было еще хоть целый метр сверху набросать, ничего бы не провалилось и не проломалось. Но смысл в том, что когда земля давит с той стороны, а здесь у меня мало присыпано, то она начинает потихоньку наклоняться, и когда-то она может сложиться, и как-то некомфортно там будет в этот момент находиться. Бревна толстые, тяжелые, да еще и земли сколько сверху. Там без шансов, если придавит. Вот такие вот делишки. Почти полностью прогорело, но жар капитальный. Здесь уже жарко. Не знаю, сколько градусов, сейчас посмотрю. Ну, наверное, градусов 20, не меньше. Много не подкладываю, потому что есть на это причина серьезная. Карлос, не мешай. Кроме того, что землянка покосилась в бок, она еще и усохлась. Бревна ссыхаются и уменьшаются в диаметре. И получается, что вся высота немного уменьшилась. Соответственно, потолок опустился. А железная труба совсем не уменьшилась. Нет у нее такой явной способности. А нагревается он очень солидно. И хотя я здесь укладывал не горючую вату, но бревна так низко опустились, прямо вплотную сжали ее, что есть возможность возгорания. Когда бревна хорошо просохнут, очень могут загореться. Поэтому сильно топить нельзя. Нужно укоротить трубу, посадить ее ниже там тоже. Короче, все идет к тому, что нужен капитальный ремонт или полная переделка. Печка шумит. Карлос, пойдем за бревнышком. Подкинул дровишек, поставил чайник. И сейчас схожу за этими длинными столбиками. Притащу. Пойдем. Да, это не тебе, это не тебе. Думает, поводок взяли, значит гулять идем. Ты что, не гуляешь, Карлос? Давай, вперед. Карлсончик. Карлос. Дровишек здесь, конечно, пили не хочу. Железный такой. Что такое? Ай, тикай. Ай, палец прибил. Чтоб тебе не дало, обалдеть, Карлос. Не мешай. Тикай. Давай, вперед. Нет, на дрова такое бревнышко будет жалко пускать. Длинное, почти ровное. А самое главное, что тяну его издалека. Дров там сколько хочешь поближе. Поэтому пусть лежит. Завтра посмотрю, что с ним делать. Отрежу, может, в размер. Аккумулятор-то еще один полностью заряженный. Так, как обходить? Карлос, уйди, прибьет тебя.
Вот так. Давай, быстрее, вперед. Вперед, вперед, вперед. Скакун. Пошли, пошли. Пусть здесь пока. Чайник, наверное, уже закипел. Пойду посмотрю. Ух, да. Кипит вовсю. Ух, и сауна там. Можно париться даже без занавесочек, которые я там делал, когда сауну себе там соорудил. Куда ты несешь? Чай будешь? Ты ж поел только что. Полчаса назад ел. А я еще не ел. Угу. Шо. Ну, сарделька, да. Да. Заполз. Ручной пес. Да, Карлос? Здесь прохладно возле реки. Тебе тоже прохладно? У тебя шубейка всесезонная. На все сезоны одна. Слазь. Слазь, пойдем уже. К еноту пошел. Иди. Ну иди поздоровайся. Передумал? А ну проверь, что там в камышах. Иди залазь. Собака на сене. Я решил развести огонь здесь на улице, чтобы приготовить покушать на вечер. Пока разводил, дождик начался. Так резко потемнело. По идее, еще пару часов должен быть световой день. Но вот так вот вдруг буквально за 10 минут бамс и потемнело. Тучка. Сейчас буду заносить все, что не должно мокнуть. Елочки не перестаю радоваться.
Ну и дровишки, наверное, нужно занести под навес, пока не сильный дождь, хотя быстро усиливается. А то намокнут. А мне еще всю ночь топить, да и завтра тоже. Спиннинг чуть не попал. Если попал бы, мог поломать. Мелкий дождь продолжает моросить, а я вышел на улицу, потому что в землянке стало сильно жарко, и со всех щелей повылазили мухи, комары, мошки, паучки, всякая разная живность. Я как увидел, ну их там чересчур много. Думаю, как спать. У меня была вот эта спиралька, которая от комаров. Но я возьми, да брось ее прямо на печку, там где чайник ставят или кастрюлю. Она моментально загорелась, и огромное количество дыма единовременно так вышло, прямо все помещение было в дыму. Не так, как она просто там дымит и рассеивается, а прямо белый дым, все это. Я быстренько выскочил, ну думаю, хоть это повыгоняет мух, комаров. Выскочил, закрыл двери, но пару раз так вдохнул. Карлос, выходи оттуда, ты будешь чумной, как я. Вдохнул, и сначала голова кружилась, теперь разболелась. Вот. В общем, стою тут под дождиком, отхожу. Дров на пару дней точно хватит. Морозов ночью еще нет. Так, заморозки иногда. Такой вот один пенечек кладешь, и целый день он потихоньку тлеет. Тепло. Карлос, выходи. Да еще и есть один полностью заряженный аккумулятор на пиле. Так что можно будет напилить еще дровишек. Лишь бы дождь так не зарядил надолго. Опять припустил, спрятался под навес. Не страшно, даже если промокну, вещички просохнут за ночь. Мы с Карлосом уже постелились, печка кочегарит. Посмотрю, сколько градусов. Двери настежь. Да, больше 20 градусов. При том, что двери открыты. На улице градусов 8, наверное. Сегодня потеплело. Дождик пошел, тепло. Вот, двери открыты. Печка не то чтобы гудит, я туда кладу одно бревнышко, и оно потихонечку тлеет. Ну тут труба большая, поэтому тяга хорошая. Даже одно бревно хорошо горит, если оно сухое. Если мокрое, то ложу два бревна, тогда между ними тоже тяга улучшается. Получается, что со строительством я немного погорячился. Рановато еще. Спина снова разболелась. Сейчас возьму шприц, ампулку, хорошо, что взял с собой обезболивающее. Кольнусь, а завтра видно будет. Так-то сам переход нормально вполне. Как прогулка, хорошо. Я был еще на рыбалке спустя 2 недели, как я провалялся. 3 дня первые я вообще с постели не мог встать. А потом так более-менее потихонечку перемещался. Вот. И вот совсем недавно на днях был на рыбалке. И вроде вполне себе нормально отрыбачил. Не особо болело. Тем более, что рыбалка с лодки. Целый день просидеть в лодке — это не очень хорошо даже для здоровой спины.
Не то что для больной. Вот, и решил же, утром проснулся, все хорошо, и пошел. Получается, что не долечился. Надо, наверное, идти к мануальщику все-таки, потому что я так прокололся. Вот. Надеялся, что воспаление уйдет и все нормально будет. Но нет. Надо, видимо, убрать это защемление. Вот. Просто к мануальщику не пошел, потому что его нужно искать. Тот, к которому я раньше ходил, он умер. Вот. В общем, будем отдыхать и увидимся утром. Всем доброе утро. Ночь прошла нормально. Как ни странно, я выспался. Пару раз выпускал Карлоса на улицу. Обезболивающее дало нормально поспать. Было тепло. Хотя печь я топил, часов до 10. Последний раз положил еще одно бревнышко. Потом вставал в 2 часа ночи выпускать Карлоса. Печь уже прогорела. Но было тепло, было 21 градус было. Сейчас 16 градусов. Пошли на речку. Холодно. Очень холодно. Около 0. Думаю, не больше, плюс 5 точно. Сейчас буду печку топить. В спальнике-то хорошо было. Да и плюс 15 в землянке. Туман какой. Не знаю еще, буду ловить рыбку или чем заниматься. Спина-то болит, но обезболивающим приглушивает. В общем-то, можно работать, ходить. Но стоит ли? Давай. Карлос дверь открывает сам и спать пошел опять. Да, пугает, конечно, такой перекос. Не очень комфортно спать, когда ожидаешь, что это может сложиться.
Вот так поднимается лист варочной поверхности на печке, когда она холодная. Как только печь прогревается, он ложится на место. Не знаю, почему так происходит. Но сколько раз я не замазывал, все одно и то же. Глину поднимает, камушки скидывает. Вот этот вот перепад температур так влияет. Печь прогрелась. Вот эта металлическая пластина стала на свое место. Ну вот, снова 20 градусов. Тепленько. Согрелся, сейчас выпью лекарство. И схожу, проверю, есть ли на речке окунь. Скользко. Обычно в такую пору и в такую погодку туманную я ловил в этих местах окуня. Очень хорошо ловил. Клевал замечательно. В общем, на миниатюрные силиконовые приманки с отводным поводком. Пойдем, Карлос, не клюет. Пойдем греться. Пойдем. Я быстрее. Стой, я вперед. Стой. Странно, но почему-то окунь совсем не клюет. Погодка для рыбалки замечательная, а рыбы нет. Не знаю, чем заняться. У меня еще остался полностью заряженный аккумулятор для пилы. И, наверное, я его потрачу на вот этот завал. Порежу эти деревья на дровишке. Дичь полетела. На уху мне рыбки не удалось поймать. Даже окуньков. Я сильно не упирался. Если он хорошо клюет, то он на первых запросах себя показывает. А так из-за окуня не сильно хотелось долго на холоде быть. Поэтому сегодня я буду готовить ленивую жареную картошку. Кто знает, о чем я. Вот почему ленивая. Не нужно ни чистить, ни резать. Кто-то уже наверняка думает, картошка не прожарится, сгорит, ничего не получится.
Я вас уверяю, все получится в лучшем виде. В домашних условиях на медленном огне можно приготовить и без воды. Но здесь я огонь не могу контролировать так точно. Поэтому налил немного воды, сейчас накрою крышкой. Пока вода испарится, картошка уже будет готова. Ну а пока картошка готовится, я немного подрежу дровишек. Тополь, в принципе, мягкая древесина. Я думал, он будет резаться очень легко. На самом деле цепь прямо вязнет в нем. Не знаю почему так. Может быть, он такой мокрый. Или наоборот. Короче, рыхлый, плохо режет. Я уж и не знаю, стоит ли тратить на него аккумуляторы, энергию из аккумуляторов. Лучше уж дубочка нарезать, он намного больше даст тепла. И режется, получается, лучше, чем вот это вот. Вода выкипела, порезал лучок дольками, как арбузик режут. И сейчас, пока Карлос не видит, немного возьму из его банки. Потому что банку тушенки сам я не съем, то сильно много для меня будет. А вот Карлос, я думаю, не обидится, если я у него ложечку эксперт проявил. Карлсончик, похоже, услышал запах. Как он завывает, чтобы его выпустили. Что такое? Пописать, может, пойдешь? Где? Где? Не понял. Что происходит? Карлос, ты что-то потерял? Скажи. Пойдем, я тебе покажу, пойдем. Давай, давай. Ай-яй-яй, как так можно было не унюхать целую тарелку мяса? Не спеши. Ну и я, пожалуй, буду кушать. Готово. Приятного аппетита, Карлсончик. Спасибо. Сейчас, когда сидел обедал, вспомнил, что я все-таки использовал дрова из тополя, когда зимой землянка хорошо была протоплена, когда я жил здесь постоянно, и шел на рыбалку там на целый день. И чтобы огонь не погас, ну, подкладывал дровишки. Но если подложить много дубовых дров, то ну, очень жарко становилось. Там могло быть вплоть там, до 40 и больше градусов нагреваться. Даже при полностью закрытом дверце. Поэтому я ложил сырое из тополя бревнышко одно. И оно тлело потихоньку. И я приходил уже под вечер с рыбалки, подкинул пару нормальных поленцев уже сухих.
и все загорелось. Вот. Так что буду потихоньку разгребать этот завал. Некрасиво так оно лежит. Ну а сейчас я-то вспомнил, что у меня вот какое замечательное бревнышко дубовое завалилось. Оно полностью мертвое уже, вывернуло полностью корень. Листья все засохли. В общем, я начал там понемногу отрезать. Несколько пеньков притащил, но понял, что сейчас лучше особо спину не загружать. И там часть нарезал, осталось. В следующий раз, когда приду, перенесу их на место. Дубовый ствол, конечно, шикарный, ровненький. Если бы моя пила осилила распустить его вдоль на доски, можно было бы сделать шикарный пол в новую землянку. Очень хорошо отдохнул. Вспомнил те времена, когда жил. Так хочется остаться здесь подольше. Но сейчас пока переживаю со спиной. Сейчас-то на уколе нормально себя чувствую более-менее. Он как отпустит, может опять скрутить так, что с кровати не слезешь. Второй аккумулятор на пиле разрядил на дубовых бревнышках. В принципе, мне понравилась эта пилка. Не то, что она там по качеству, да, по качеству там хромает у нее, там, не знаю, этот подшипник, на котором цепь крутится, он с биением, она постоянно то ослабляется, то, короче, не могу я никак разобраться с этим. Но пилит неплохо. Новая цепочка. Смазывать неудобно, конечно, надо смазывать постоянно как этой масленкой, потому что тот бачок не очень хорошо работает, можно сказать, совсем не работает. Вот. А так, ну, тяжеленько, но зато вообще не напрягаясь. Нарезал, вот, топил целый день, целую, ну, не целую ночь, но, в общем, мне хватило дров. И здесь топил, и там топил, и там еще я нарезал, не все принес. Если так каждый день ее бы заряжал от солнечной панели, когда я здесь был летом. Я так и планирую делать, в принципе. Летом, когда бесплатная энергия, постоянно солнышко, на 2 аккумуляторах нарезал сколько надо, потом они зарядились за целый день. И так за лето можно заготовить столько бревнышек, столько дровишек, что топиться потом всю зиму. Ну и еще раз хочу поблагодарить того человека, который сделал такой шикарнейший сюрприз. И такой подарок от зайчика под елочку. Подарок оставлю на следующий раз. Сегодня мы с Карлосом уже пообедали. А у зрителей хотел бы поинтересоваться, как мне все-таки правильно посадить эту елку, чтобы она не засохла. Какой грунт? Ну, грунт, песок, чистый песок, или нужно с чем-то перемешать. В каком месте? Вот в лесу, я так понимаю, будет мало солнца для нее, а на берегу, ну, в общем, вообще у меня нет информации по этому поводу, как это правильно сделать. Надеюсь, кто в этом понимает, напишет в комментариях. Заранее спасибо. Что? Готов идти? Да. Ух ты, какой громкий. Идем, сейчас. Спокойно, сейчас я попрощаюсь и идем. Да. Ну что, мы с Карлосом уже собрались. Будем потихоньку выдвигаться в обратный путь, чтобы побыстрее посмотреть комментарии и быстрее вернуться и посадить эту елочку. Неизвестно, сколько она может в этой кастрюльке пробыть. Поэтому с нетерпением жду комментариев. Прощаюсь с вами. Куда ты, сосиска, сарделька? Ну и на этом мы прощаемся с вами. Всем мира, добра. До встречи в следующих видео. Пока. Вперед. Пойдем купаться сейчас будем. Валяюсь. Пойдем, говорю. Карлос.
Карлос, дай лапу. Как же мне тут вылезти? Карлос, ну дай лапу-то. Да-да-да. Помощничек. Хоть бы не поломалось ничего. Фух. Ну что, назад попроще идти. Рюкзак легкий. Воду выпили. Консерву с Карлосом съели. Аккумуляторы разрядил на пиле. Так что налегке иду. Карлсончик услышал лай собак впереди. Кенты, цивилизация. Тянет у меня аж рука. Вырывает руку. То говорит, там с бобрами да енотами даже погавкать не о чем. Да, Карлсончик? Не тяни так, успеешь.